Друзья, всем привет! С вами снова девчонки Лиз. Я снова одна, без Людмилы. Но ничего страшного, мы не теряем с ней надежды на скорое воссоединение, чтобы уже продолжить наше приключение вместе. Ну а для тех, кто по ней сильно соскучился, или вы просто хотите поддержать нас и наше творчество, у нас для вас хорошие новости. Вы сможете посмотреть совершенно новое видео от Людмилы на нашем канале на Бусти. Поэтому, пожалуйста, добро пожаловать, подписывайтесь на нас. Там вы сможете увидеть все самое свежее и интересное и как можно быстрее, потому что на YouTube эти видео будут выходить с задержкой. Также все эти опции будут доступны для спонсоров нашего канала на YouTube. А теперь давайте продолжим наше приключение в зоне отчуждения. В предыдущем видео я благополучно забросилась в зону, пересекла ее границу, добралась до нашей любимой реки Уж, успела там искупаться и открыла купальный сезон в апреле, устроила прекрасный привал. Ну а что было дальше, смотрите в видео. Просто красота украинского Полесья. Полесская природа, она просто влюбляет в себя с первого взгляда. Оно все такое уютное, какое-то родное. Обожаю. Так, ну а мы с вами опять пересекаем контрольно-следовую полосу. Но от зоны мы еще не удаляемся. А наоборот, сейчас будем заглубляться, но в другом месте. Поэтому с зоной пока не прощаемся на сегодня. Сейчас передислоцируемся и посмотрим кое-что интересное. В общем, я иду вот по такой дорожке, уже внутри зоны, но здесь есть следы. Они не сегодняшние, как мне кажется, но все же надо быть осторожной и внимательной, чтобы не попасть, как в прошлый поход. Чудом спаслась, что меня не увидели военные, поэтому надо смотреть вперед и поменьше считать ворон. Вот так иду на границе двух миров просто. С одной стороны цивильная зона, с другой стороны зона отчуждения. А вот, кстати, еще предупредительные знаки. Предупредительные знаки о том, что вы находитесь в зоне отчуждения, а не просто где-то там в лесу, причем с обоих сторон. А еще здесь есть, смотрите, кто-то здесь отдыхает. Пикник на обочине. Остатки колючки, нифига себе. Посмотрите, реально остатки колючки. А я все думала, где же она начинается. А она вот, пожалуйста, нашли. Ну вот и здесь тоже у нас знак радиации, что мы все в зоне находимся. А вот еще предупреждающий знак. Не стоит забывать об опасности. Не стоит забывать о том, где вы находитесь. Ну вот по радиации показываю вам,
чтобы не отсвечивало. 7 микрорентген. 8. 7. Абсолютно нормальный радиационный фон. Посмотрите, как нас активно предупреждает зона радиоактивного забруднения. То есть зона радиоактивного заражения, загрязнения. И здесь дорога, никто не ходит по ней. Здесь следов нету вообще. Я иду, и мне опять мерещатся какие-то голоса мужские. И вот надо быть прям очень осторожным и внимательным. Потому что здесь и военные могут быть. Ой, боже мой, заяц напугал меня. И военные, и кого только может не быть здесь. И менты. Пока вспомнила про голоса, которые мне мерещатся. Кстати, вот, ребят, сталкеры, если вы нас смотрите, поделитесь своим опытом. У вас вообще были слуховые галлюцинации в походах? Потому что я, как помню, у нас с Людмилой групповая галлюцинация постоянная. Слуховая. То есть мы обе слышали какие-то звуки, какие-то голоса. Что-то нам постоянно мерещилось. Ну, еще однажды мы в Припяти слышали какое-то тиканье непонятное, когда ложились спать. И вот мы вдвоем это слышали. Интересно, как у вас было? Были ли такие штуки? Ну, мы с вами все углубляемся и углубляемся. Все почти на каждом дереве. Через каждые 100 метров вот такие знаки. А радиация при этом в норме. Держится на 7 микрозивертах. Это норма у нас до 30, до 0,30 микрозивертов или до 3 микрорентген. Нет, до 30 микрорентген. Что я вам говорю, глупости. До 30 микрорентген или 3 микрозиверта. Смотрите, друзья. Свежие следы от машин и руины какого-то колхоза. И я вот думаю, что-то стрёмно как-то мне здесь находиться. Что, попробуем исследовать, что здесь осталось. Но нужно быть осторожным, потому что следы свежие, как-то страшновато, что можно попасться на ровном месте. Но жажда исследования, как всегда, берет верх. Давайте я вам вот так одним кадром сниму, чтобы у вас было максимальное погружение в эту атмосферу, потому что нам сейчас этого так не хватает. Вот они, заброшенные колхозные здания. В зоне таких очень много. В каждом селе, считай. Но это вообще какие-то совсем руины. Сейчас поищем что-нибудь интереснее. Ну, вот так это все выглядит. Крыша обвалилась, и все тут же все.
разрушилась. Какая-то халабуда непонятная. Здесь тоже надо быть осторожным, еще и под ноги смотреть, потому что могут быть открытые люки, старые колодцы. Это все тоже представляет опасность. Ну вот, видите, такой колхоз. Вообще ничего не сохранилось. Туда даже внутрь не пролезешь, потому что там все изнутри поросло. Все ветками. Еще же стрёмно, что могут быть мины. Тоже не хочется так подорваться просто так. Здесь уже березы вымахали. Так, довольно-таки большие. В середине. И осина. Этому колхозу пришел кирдык. А вот это впереди здание деревянное, из бруса, из бревна. И оно вообще полностью сгнило. Здесь уже все стены даже повалились. Там, где из кирпича, еще хоть стены будут стоять, наверное, какое-то время. А тут уже все. Давайте вон еще к тем руинкам впереди пройдемся. Что-то может быть интересненькое там. Но здесь тоже, судя по всему, ничего интересного. Был какой-то фундамент. Он подтоплен. Ничего себе. И то, что было сверху. Посмотрите, кстати, какая интересная кровля. Вот это такие пластины из шифера. Вот так вот они, как в виде черепицы. Ну, смотрится, кстати, красиво. Но радиация у нас сегодня без изменений. Даже как-то обидно. Хотелось найти хоть чуть-чуть побольше уровня. Но нет. Знаете, вот что мне это напоминает? Это мне напоминает стрельбище. Но как-то я себя тут неуютно чувствую. Потому что здесь еще вот такое поле. И дорожка моя, которая вела меня вперед, она оборвалась рвом. Я не знаю, что-то мне не очень хочется через это поле идти. Ну, как-то дырочки от дробин каких-то, от мелких, от этих, ну, маленькая винтовка такая, не знаю. Может, местные здесь развлекались. Таких крупных, ну, вот есть, конечно, вот здесь. Эти дырки уже от чего-то покрупнее. В общем, я вышла на тропинку. Не пошла я через это поле стрёмное. Лучше сейчас пройду чуть-чуть по тропинке и потом сверну где-нибудь будет так, более, скажем так, не знаю как, побезопаснее, что ли. В общем, не нравилось мне это поле, я решила его обойти. Нашла все-таки дорожку обходную. А вот эта полянка зеленая, нежно-зеленая, идеально ровная, напрямик, которая вела. Но я решила ее обойти. Так, а здесь у нас одна дорожка сюда, а другая туда.
сейчас надо посмотреть, куда. Линии электропередач, похоже, рабочие. Вы это видите? Заброшенные домики начинаются уже. Все, добрались с вами до заброшенной деревни в Чернобыльской зоне. Сейчас пойдем посмотрим. Такой домик совсем ему плохо стало. Крыша провалилась, и он сразу же весь сгнил. Заглянем внутрь сейчас. Вот и все. Хатка скоро совсем развалится. Ничего не осталось из нее. Все вытащили. Интересно, получится ли найти в этом селе что-то более-менее приличное? Я не знаю. Но здесь уже интересно. Здесь совсем развалины. Остался один фундамент. Что это было, даже не скажу вам. И вон какой-то домик. Или не домик. Стена какая-то. О, друзья, вот это Пападос. Дорога. На той стороне дома. Надо сейчас очень-очень аккуратно перебегать ее. Уже поинтереснее. От домика совсем ничего не осталось, а вот сарай как-то более надежно был построен, точнее крыша его до сих пор стоит. Это сарай для скотины, наверное, для коровы или для свиней, а может и для того, и для того. Такое подворье. Домику совсем плохо. Без крыши. Вся черепица обвалилась. А это нужник. Сюда и срать ходили, очевидно. И кого-то здесь держали заодно. Удобно. Я хочу вот в этот зайти. Он выглядит как новый. Здесь даже пленкой заделано окно. Так, конечно, страшновато. Но здесь ничего страшного, только двигатель разобранный. Печь тоже разобранная, без трубы. А здесь темная комната. Это для сталкеров удобно, чтобы здесь без палева ночевать. Но только как ночевать, потому пола-то нету. Но такая хатка, хотя бы крыша целая. Так, идем сюда. Ого. Так, что у нас тут? Дверь закрытая. Сталкерская хата. Темная полностью, закрытая. Прикольно.
фонарь. Смотрите, вот это реально сталкерская хата. Но здесь какие-то палати. Вот так пол голый. Кто-то снял весь пол. А так идеально. Располагаешься себе без палева. Свечки, фонарики зажег. И спокойно себе отдыхаешь. Вот так. Ну, какая-то она, конечно, замусоренная, но, в принципе, можно здесь отдохнуть. Блочный домик из ракушечника, но окон нету. Все окна сперли. Видите? А крыша целая. Ну как целая? Конечно, протекает вся. А вот тут дыра какая. Уже небезопасно тут. Может стена обвалиться. Такой маленький домик. Сейчас супер опасный момент. Видите, тут типа какое-то КПП. Все в колючке. Сзади меня, видите, да? Я не буду уж так прям снимать, потому что мне очень стрёмно, что меня здесь сейчас поймают. Природный заповедный фонд Украины. Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник. Охраняется законом. Вот так. И вот так это все выглядит. А вот оттуда я пришла. И как-то было прям супер стрёмно. Ну что, господа сталкеры, есть у вас догадки, что это за село? Пишите в комментарии, пожалуйста. Посмотрим, кто угадает. Вот еще одна хата, окна вырезаны все. И здесь какая-то ванизма стоит, как будто здесь кто-то сдох. О, невозможный запах. Фу, все, я ухожу отсюда. Здесь кто-то дохлый. А, ну, конечно, вон какая-то собачка или кошечка. Все. Продолжаем с вами изучать заброшенные домики. Смотрите, совсем сложился, и осталась одна крыша. Или он такой низкий и был? Какое-то странное сооружение. Почему? То под землю, что ли, ушел? Или что это такое вообще? Есть у вас предположение, что это такое? И остались одни стены. Внутри вообще ничего не сохранилось. А это, видимо, какой-то типа скотный дворик. Хозяйственная часть. Колодец, засыпанный с мусором. И это, наверное, сарайчик, какая-то хозпостройка. А это похоже на бункер. Реально, какое-то подземелье. Подземный какой-то домик. Давайте зайдем. С низкими дверями. А это погреб. Какой-то бункер. Нет, это погреб. Здесь так прохладно. Но ничего не сохранилось. Он пустой абсолютно. Ау! Здесь вот такое чучело стоит. Я так понимаю. А здесь кто-то... Какой-то окоп, что ли? Что это такое? Вот домик, ну уж очень он заросший. Я туда лезть не хочу. Смотрите, все в кушарях. Да и смотреть там не на что. Опять без окон. Смотрите, друзья, в какое интересное место мы с вами пришли. После того, как я назову, что это за место, думаю, что все сразу догадаются, в каком селе я была.
А пришла я в Чернобыльский пустынный Никольский монастырь. Бывший старообрядческий мужской монастырь, и ныне это женский монастырь с очень богатой историей. Изначально этот монастырь был в Чернобыле, и основан он был в 1772 году. Но из-за того, что он располагался в неудачном месте, его постоянно подтопляла река Припять, его решили перенести вот как раз в это урочище, в это село. Название в студию. Не знаю, можно говорить, нельзя. В общем, название этого села Бычки. Да, это они. В общем, этот монастырь несколько раз горел. И только в 2008 году обнаружили его руины и начали восстанавливать. Но уже как скит женского Покровского монастыря. И он должен работать, но что-то я не вижу, где в него можно войти. Еще интересный момент в том, что этот монастырь располагался на территории Чернобыльской зоны. И когда его обнаружили, его руины, попросили немного сдвинуть границы зоны отчуждения, чтобы можно было этот монастырь восстановить и чтобы заново дать ему жизнь. Поэтому сейчас специально ради этого монастыря были сдвинуты границы зоны отчуждения, по территории которой мы, кстати, с вами идем. Я обнаружила. Вы гляньте, вообще, это моя постоянно потрясающая способность попадать всегда в какие-то жопные места. Вообще, это видите, это колючая проволока, и мы с вами абсолютно не на той стороне, где должны были быть. Вообще, с него, точнее, в него вход есть со стороны. Ой, я прошла. Доброго дня! Я забыла. Просто всех монахов, за исключением 2, погрузили в машину и вывезли. Куда вывезли, никто не знает. О судьбе братьев ничего не известно. 2, значит, одного, вот там, где мы будем проходить, нашли, когда этот храм после закрытия перестраивали под магазин. Когда стали перестраивать, одного из монахов нашли мертвым, замурованным. А второй, вот эта вот колокольня, что у него был снят вверх, и это был просто чердак магазина. Ну и там вот этот схимник, это высший чин монашеский, сидел мертвый. Рассказывал это, значит, местный житель, он до аварии в Чернобыльской жил здесь, в Бычках, он дружил с сыном бухгалтера этого магазина. Ну, они как дети приходили, бегали где хотели. И когда они поднимались на чердак, то да, они видели, что сидит схимник, ручки худенькие, на руках четкие. А второй человек, он был уже взрослый в то время, он работал в соседнем здесь колхозе электриком. И когда его вызвали в Бычки, сказали, что в магазине нет, там на чердаке есть проводка, то ему сказали, ты поднимайся, там монах сидит, ну ты не бойся, не надо. О самом монастыре известно только, что последний был игумен Иов. И почему неизвестно? Потому что у старообрядцев у них во всем сохраняется принцип тайны. То есть у них нету такого, как у православных, что мы расскажем, нет. да, мы расскажем, где церковь, что в церкви, чтобы люди в нее пришли. Они наоборот не хотят никого, кто не из их рода, не из их потомства старообрядческого. Закрытая Они община, очень закрытые общины, тем более закрытые монастыри. И поэтому никаких сведений,
тем более каких-то там списков, каких-то летописей нету. Единственное, что осталось от старого монастыря, это вот это здание, его уже отреставрировали. Ага. Просто в советское время тут была библиотека, и оно сохранилось. Библиотеку не стали разрушать, да? Так вот, тут были монашеские хаты, их называли в селе. Ну, когда тут в 86-м выселялись, село попало под 30-километровую зону, вот там уже 30-километровая, а тут еще 31 километр. Ну, выселили все село, потому что оно было просто сильно заражено радиацией. И был просто тут глухой лес. Понятно, что все это разрушалось. Был у нас тут один батюшка Иоанн. Он сейчас служит в Ворзеле. Ну, он вообще очень любил просто находиться в брошенной церкви и ну, хоть как-то их восстанавливать. Вообще Бог кружил вокруг него. Он ничего не мог найти. И уже последний третий раз он побродил по зарослям, перекрестился, говорит: прости меня, святитель Николай. Искал я твой храм, ничего не могу найти. Больше я сюда не вернусь. Сел в машину. Слышит, упало дерево, сильный треск. Он повернулся, в общем, упало большое дерево, наклонило маленькие, и открылись вот эти разводы. То есть так вот Господь ему показал. Сначала тут жили его духовные чада. В заброшенных этих домиках они их привели в порядок. Потом в 2010 году отдали это скит нашего монастыря стал. Наш монастырь Киево-Покровский, это в центре на Лукьяновке, вы помните, да? Да. Есть такой монастырь. И ну, там дом, а тут как дача. Я поняла. Да, то есть хозяйственная часть. Здесь очень Этот красиво. кустарник называется невеста. Беленький. А вот есть еще, я знаю, развалины монастыря, который находится за Ужом, уже там в Замошне. Туда нельзя. Нет, я понимаю, просто туда вообще раньше Значит, что это кто-то такое? ходил, видимо, Это туда. Казанка. Ага. Там речка Казанка, там был женский Казанский монастырь. И вот в них, ну, женская роль сводится, в общем-то, к молчанию, молитве и физическому труду. И каждый женский монастырь подчинялся мужскому, он обособлен, был за несколько километров. Приходил туда духовник, приходил туда икон. Но было такое жесткое правило, что духовник должен быть старше 60 лет. То есть, ну, так вот было строго. И из этого монастыря приходил духовник и игумен вот туда, в тот монастырь. То есть то был женский, Женский, старообрядческий, да. да? А это был мужской. Было тут 3 храма. Сейчас восстановлен только этот. Значит, мы проходили крест. Это алтарь 2-го храма. А где 3-й, ну мы пока не нашли. Ну что, друзья, опять я в очередной раз натворила какой-то фигни. В общем, я обошла со стороны зоны и зашла в этот монастырь со стороны зоны. Там снимают камеры в лесу. Как только я вошла в этот монастырь, с заднего входа сразу вышли люди. Сразу мне надавали по шапке, куда я там намылилась. И, короче, опять пронесло. Но зато я узнала, вот вам экскурс, узнала интересную историю этого монастыря. Мне подарили вот такой вот крестик, бесплатно абсолютно. Ну и плюс я купила здесь ряженку и сыр, который они сами делают. У них здесь небольшое хозяйство. Козы, куры, коровы. Так что будет, если у вас желание, сюда можно приехать, но по стороне, не со стороны зоны, а по цивильной стороне. Потому что с той стороны ходить
не стоит повторять то, что я сейчас сделала, потому что там в лесу камеры. И они уже все засекли, то, что я там снимала, все, короче, засекли. Вот так. В общем, монашка очень приветливая и рассказала мне историю. Провела внутрь церкви, но я там уже, конечно, не снимала, хотя, в принципе, наверное, можно было бы снимать. Но если у вас будет желание, вы можете приехать сюда и увидеть все своими глазами. Но, повторюсь, опять же, все сделать со стороны людей, с человеческой стороны, а не со стороны зоны, потому что сейчас это опасно, и мне просто повезло. Просто повезло, что там не было ни ментов, ни военных. Сегодня воскресенье, и вот повезло мне. А так, пожалуйста, сюда приезжайте. Ну, такое приятное, интересное место. И вот заметьте, кстати, я в эту церковь зашла вот так, вот как я одета, без всяких там косынок, головных уборов, и никто даже против мне слова не сказал. И сама эта монашка говорила на чистейшем русском языке. Давайте я вам покажу, что я приобрела в этом монастыре. Это вот такую ряженку 1,5 литра. Она стоит 45 гривен. Вот такая бутылка. Вот такую сыворотку они мне дали бесплатно. И вот такой твердый сыр. Ну, он обычный сыр. Такой самодельный. 300 гривен стоит. Но здесь, наверное, килограмм. Я считаю, что это нормально за домашний сыр. Все, у меня привал, я так утомилась. Не знаю, сколько километров прошло, потом посмотрю. Но опять экстремальненько было. Так, на грани, по лезвию ножа прошлась в очередной раз. Давайте протестируем мои покупки. Это ряженка. Свинота. Ряженка вкусная, не кислая. Очень вкусная ряженка. Советую. Домашняя, такая жирная. Я теперь буду такая грязная. И вот сыр хочется попробовать. Давайте тоже затестим. Сырок. Ну, такой пресный. Знаете, как сухая моцарелла иногда продается в вакуумной упаковке. Что-то наподобие. Такой сливочный, пресноватый. Вкус хороший. Продукты все хорошие, свежие. У меня с собой целый пакунок еды. Бутерброды с сардельками. Вообще не тронуто ничего. Только шоколадку сожрала за сегодняшний день. На адреналине есть вообще не хочется. Вот сейчас немножко расслабилась, когда из зоны уже вышла. Спокойно можно чай попить. Сегодня такой эмоциональный день был. Я надеюсь, мне удалось передать эту атмосферу. Вот то, что я прочувствовала, это все живые эмоции. Тут ничего наигранного нету. Никакого сценария тут нету. Это просто я встала с утра, вот я наметила себе, допустим, за 2 дня, еду все в зону. Погоду посмотрела, поехала, и вот, пожалуйста, вам приключения на ровном месте. Потрясающе. Потому что в зону сейчас не попасть никак. Даже легально. Только журналисты могут туда поехать. А мы, простые смертные сталкеры, только и можем себе устраивать вот такие приключения. Но это тоже, это все на грани. Все на такой грани. Тут шаг в сторону, и все. Вот она мне сказала, если бы тебя поймали,
А с моим российским гражданством уехала бы я далеко и надолго. Попробуй докажи им, что я просто шла в монастырь. Вот что я с собой взяла. Смотрите, какой шикарный перекус. Ну, давайте съедим хотя бы сардельку. Одну. Кстати, когда мы с Людмилой ходили в походы, мы каждый раз набирали с собой полные рюкзаки еды. Тушенки, каши гречневые, какие-то горошки, кукурузы. Все это тащили с собой. Надрывали спины. А в итоге мы съедали, наверное, только половину. Потому что первый день на адреналине ты ничего не ешь. В ночь забросился и попер до утра. Потом чуть перекусил, кофе, какую-нибудь шоколадку или кашу. И опять до вечера. То есть еды, по сути, вот столько много, сколько мы набирали, ее не надо было. Только с опытом приходит, когда уже понимаешь. А то там от жадности набираешь и тащишь, надрываешь спины, непонятно зачем. Потом в итоге половина остается. Смотрите, это дубы, наверное, распиливают. Не просто сосну какую-то старую. Это не санитарная рубка леса. Это прям целенаправленно. Видите, все промаркировано. Здесь целый склад этого леса. Вон какие толстенные стволы. Смотрите, по сравнению со мной. Огромные. Не знаю, сколько лет этим соснам. Все распилили. А вот и Чернобыльский лес идет. Куда-то едет, может быть, даже на продажу в Европу. Такие дубы. Это я вытираю. Испачкалась в смоле. Кстати, давайте замеряем радиацию, интересно. Что у нас тут? Ну, 10 микрорентген. Чисто. Сейчас попробуем по бете померить. Так, переключаем режим. Так, надо датчик снять забыла. Я уже даже забыл, как пользоваться дозиметром. Сейчас подождем. Может, что-то покажет. Ну вот по бете все чисто, ну и по гамме тоже все чисто. Давайте проверим сосну. Все по нолям. 0 бета-распадов. Но вообще, насколько я понимаю, если хочешь узнать, сколько радиации накоплено в древесине и каким элементом загрязнено, то ее нужно сжечь в специальной камере и уже потом спектрометром специальным, который измеряет именно наличие того или иного элемента в этом пепле, тогда только можно узнать достоверно, загрязнено, насколько и чем. А вот это обычный бытовой дозиметр, он больше показывает общий фон. Ой, друзья, иду вот так вот по асфальту среди дороги. Уже вся устала, хотя я только сегодня, можно сказать, полдня была в походе. Как мы с Людой это делали раньше? Ночью из Припяти выбрасывались, всю ночь шли, без устали. Рюкзаки были еще тяжелее, чем у меня сейчас. И здесь потом нам надо было дойти до деревни, до этой. Нелегкое это дело ходить в сталкерские походы.
но интересное. Ну, ребят, буду я, наверное, заканчивать этот влог. Поход мой на сегодня подходит к концу. Мне осталось добраться до моей машины. Я очень надеюсь, что вам было интересно и понравилось это видео. Мне кажется, оно вышло атмосферным, потому что, ну, здесь реально другая атмосфера, абсолютно другой мир и ощущение, это зона, все такое родное, и мы все давным-давно скучали по этому. Я надеюсь, вам удалось хотя бы через наши видео окунуться в зону, в эту атмосферу зоны и прочувствовать это на себе по ту сторону экранов. Всем огромное спасибо за поддержку, кто нам пишет комментарии, кто ставит лайки. Это мотивирует нас снимать дальше, потому что YouTube сейчас, сами понимаете, особо не мотивирует нас, но нас мотивируете вы. Поэтому пишите, пожалуйста, побольше комментариев, чтобы мы понимали, что вам нравится и что вы хотите от нас еще видео. В общем, я надеюсь, что вам все понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии, потому что это нас мотивирует снимать дальше в это непростое время. Надеемся, что скоро сможем сюда вернуться уже как такие полноценные сталкеры, переправиться через Уж, дойти до Припяти и там что-то снять вместе уже с Людмилой, не по раздельности. Очень надеемся на скорейшее возвращение в зону. Ну, пока ждем, пока вот так. Всем спасибо за просмотры. Всех любим, всех целуем. До скорых встреч.